Ах, Хашигами. Я что, один в это играл? Посмотрел тут YouTube, а обзоров-то и нет. И что прикажете делать? Свой ролик. 62 балла на метакритике. А мне нравится. Привет, друзья! С вами снова Павел Чар. Как правило, я рассказываю про те игры, которые прохожу сейчас, находясь под свежими впечатлениями. Память у меня плохая, и чем больше времени проходит, тем смазаннее воспоминания. Именно поэтому я не обозреваю любимые игры. Боюсь предвзятости и многие детали упущу за давностью лет. Что вспомню, то вспомню в общем. Давно я ничего не снимал, обленился. Поэтому и решил, что этот ролик будет попроще, разговорным. Написать текст и смонтировать махом, пока не прибежал внутренний перфекционист и не стал идеальным лекалом бить по рукам. Считайте ролик эдаким подкастом. Что ж, Хашигами игра необычная. Мнения поигравших полярные. Кому-то она нравится, кто-то ее ненавидит, а многие и слыхом не слыхивали. Мне помог случай. В начале нулевых в старших классах я поехал менять диски на рынок. Никогда не знал, что там окажется, а волей-неволей нужно было что-то выбрать. Не с пустыми же руками возвращаться на электричке, так как обмен был в другом городе. Именно та далекая точка на рынке мне нравилась. Так у меня оказалось Хашигами. Уж не помню почему, но так сложилось, что играть кроме как в нее было не во что. Все пройдено и надоело, следующий обмен или покупка были через месяцок, и начал я разбираться. Поначалу-то все шло неплохо, пустили затравку, немного рассказав про игровую вселенную. Много веков назад люди и духи стихии жили в гармонии. Людей, общавшихся с этими духами, называли Хашигами. В конце концов, люди начали гравировать особо мощные монетки, позволяющие контролировать стихии. Что могло пойти так в этой истории? В общем, вы молодой наемник, вокруг война на 3 государства, и вас отправляют задержать отряд противника возле волшебной башни. А знаете, вот какая мысль. Давайте определим, понравится ли игра вам. Раз Хашигами связано с монетками, подкинем одну. Орел да, решка нет. Непредсказуемый результат в общем. Вот я о чем. Играю, прошел несколько битв, ничто не предвещает беды. Но вскоре игра начинает наказывать, и я узнаю, что если персонаж из группы умер, то это навсегда. После боя он вновь не появится. Если главный герой умер, то традиционно вы проиграли. Еще несколько битв и все. Меня побеждают и дальше ни в какую. А я напомню, играть больше не во что. Следующий обмен не скоро. Интернета у меня тогда не было. Никаких книг с прохождениями тоже. Забросил игру на пару дней, а потом стал разбираться во встроенном учебнике и пошел в первую башню. Именно в башнях происходят случайные бои и можно поднабраться опыта. Как в сказке. Будем качаться на вепрях. За одного вепря дают всего 2 экспа. Ты хоть представляешь, сколько нам их придется убить, чтобы подняться на 30 левелов? Да. 65 миллионов 340 тысяч 285. Что-то меня разозлило, и в итоге я взял лук и бегал с ним в самой первой башне, пока не получил максимальный 99 уровень. Лук нужен был как раз для того, чтобы меньше двигаться. Стреляй себе по вражинам и убегай, словно крыса. Ты крыса! Верно. Тут-то я и изучил основы игры на практике. Собрал все необходимое и потом прошел игру соло, одним персонажем. Начал челлендж еще до того, как это было популярно. Помню еще, что если в первой башне прокачать наемника, там что-то будет с усредняющимся уровнем, и дальше сразу можно будет нанимать сильных ребят. Ах да, мне нравилось искать тайники на картах. Final Fantasy здорового человека и Final Fantasy курильщика, как говорится. Двухмерные спрайты на трехмерных фонах выглядят довольно приятно. Я бы не сказал, что игра потрясающе красива, но все ярко раскрашено, дизайн персонажей в основном уникален. Портреты персонажей нарисованы отлично. Между битвами бывают сцены, когда персонажей показывают чуть ли не в полный рост, по колено. Кстати, в издании на Nintendo DS эти портреты заменили, игра утратила часть шарма. Единственная раса в игре, что друзья, что враги, все люди, и это немного скучно. Эффекты заклинаний отлично смотрятся в первые несколько раз, а потом приедаются. Про музыку много не скажешь. Попробуйте послушать мелодию, которая повторяется каждые 20 секунд. С часок попробуйте.
Хотя некоторые мелодии, например, титульную, я очень люблю. Звуковые эффекты, особенно противный шум при смерти, такое себе удовольствие. Наверное, примерно в то же время я стал выключать встроенный звук в играх и проходить их под радио или запись. Даже играл я неправильно, используя в основном физические атаки. Многие ругают игру за сложность, но ведь все совсем не так. Просто не разобрались, не усидели. Предполагалось, что игрок освоит все тонкости, изучит новую боевую систему и будет преимущественно использовать магию. Разработчики постарались создать относительно уникальную систему заклинаний. Вместо маны для заклинаний здесь монетки со своими свойствами, связанные с элементарными способностями. Как бы круто это ни звучало, тут есть одна загвоздка. Монеты достаточно редки, их нужно объединять, чтобы получить что-то стоящее. Процесс трудоемкий, запутанный и разочаровывающий, так как некоторые попытки испортят ваши монеты. Можно обойтись, монетки не улучшать, у врагов их не красть и попробовать получать их после битвы в награду. И вот тут-то вы и застрянете. Либо прокачиваться в башне, набирая монетки для улучшения, чем выше этаж, тем монеты лучше. Либо вникайте в систему. И хотя можно пробиться с помощью оружия, комфортнее играть волшебниками. Как не больно признаваться, Хашигами — это игра, в которую лучше играть, если большинство ваших персонажей сосредоточено на поклонении божествам, которые дают вам больше мастерства, основанного на магии. Физический урон и физическая защита не так ценны в этой игре, как наступательные и защитные магические способности. Вот почему, на мой взгляд, многие ошибочно полагают, что Хашигами игра сложная. Игра на самом деле довольно проста, но на понимание механик у вас уйдет время, и это отпугивает многих. Система божеств имела отличную концепцию, но плохое исполнение. Если коротко, нужно выбрать, последователем какого божества вы станете, и получить от него всякие плюшки и бонусы, а под конец и божественное оружие. Не буду разглагольствовать, но из-за дисбаланса магии и физического урона, обсуждавшихся ранее, некоторым божествам лучше вообще не поклоняться, и они остаются неудел. Большая часть бонусов, которые вы получите от них, вскоре станет абсолютно бесполезной. Реиграбельность, как ни странно, большая. Как только вы поймете, что к чему после первого прохождения, станет здорово. Вы уже будете знать, как правильно прокачивать персонажей, каким духом стихий поклоняться, как гравировать монеты, и сможете сосредоточиться на истории, вербовке сюжетных персонажей и сборе концовок. Отлично ведь, что концовки меняются в зависимости от того, какие из сюжетных персонажей были в вашей партии к концу игры. Там еще секретики всякие есть, испытания. Сможете поэкспериментировать с новыми вариантами диалога и пытаться привлечь разных персонажей, которых каким-то образом отпугнули в первый раз. Я игру проходил трижды. Правда, интервалы были большие, и я все забывал, кроме того, что могу прокачаться в первой башне и всех победить. Неплохо бы пройти ее с руководством. Знаю, многое пропустил. А с другой стороны, стоит ли ворошить прошлое? Хашигами не просто так заслужила свою неоднозначную репутацию, и порой она заставляет игроков страдать. Отличные идеи похоронены под сомнительной реализацией непростой для изучения механикой. Однако сюжет вполне неплох, а боевые механики довольно необычны. И если вы сможете преодолеть трудности, глядишь, и игра понравится. На этом все. Пока.